Привет, друзья! На дворе февраль, а это значит, что уже совсем скоро мы будем провожать холодную зиму и встречать теплую весну вкусными блинами. И сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусных блинчиков на ряженке. Для начала подготовим тесто. В подходящую емкость кладем 2 яйца комнатной температуры, добавляем чайную ложку соли без горки и 3 столовые ложки сахарного песка. Хорошо все перемешиваем до объединения всех продуктов. Затем вливаем 500 мл ряженки комнатной температуры, перемешиваем и добавляем 1 чайную ложку соды без горки. Еще раз хорошо все перемешиваем до объединения всех ингредиентов. Затем просеиваем 300 грамм муки и замешиваем однородное тесто без комочков. На данном этапе тесто получается довольно густое, оно скорее похоже на тесто для оладий, чем для блинов. Но пусть вас это не пугает, потому как мы его будем заваривать при помощи кипятка. Вот такой консистенции теста у нас получилось. Теперь вливаем 300 мл крутого кипятка. Еще раз хорошо все перемешиваем. И вот теперь тесто достигло нужной консистенции. Теперь вливаем 50 мл растительного масла без запаха, перемешиваем, и наше тесто готово для того, чтобы начать печь блинчики. Хорошо разогретую сковороду перед первым блином я смазываю небольшим количеством растительного масла. Затем вливаю необходимое количество теста и жарю блинчики с обеих сторон до румяности на среднем огне. По традиции масличная неделя начинается за неделю до Великого Поста и за 56 дней до Пасхи. В 23 году праздник выпадает на неделю с 20 по 26 февраля. Празднование Масленицы уходит корнями глубоко в язычество. Изначально праздник был связан с днем весеннего равноденствия. Мы помним о том, что на Руси долгое время было принято отмечать смену сезонов, так как они имели огромное влияние на образ жизни людей и требовали тщательной подготовки. Но приход весны был по-настоящему знаменательным событием. Он значил проводы ледяной, голодной, темной и коварной зимы, когда нужно помочь воцариться юной весне. Неудивительно, что такой важный для русского народа праздник не стали отменять, а только адаптировали под новую культуру, несмотря на специфические обряды и веселые гуляния, которые так себе соответствовали христианским религиозным традициям. Но Масленичная неделя, на удивление, удачно вписалась в православные обычаи. За неделю до Великого Поста не едят мясо, а блины стали сытной альтернативой. Празднование Масленицы стало возможностью наесться перед постом и подготовить свой организм к ограничениям в питании. Впрочем, душа нуждается в подготовке к посту не меньше пищеварения, поэтому в Масленичную седмицу принято не только веселиться, но и налаживать отношения с близкими и прощать. Ближе к весне все чаще начинает появляться солнце, которое наши предки принимали за Бога, дающего жизнь всему, поэтому и пекли круглые блины как символ весеннего солнца. Было принято считать, что вместе с блинчиками вы получаете частичку солнечной энергии. Считалось, что чем больше блинов будет съедено, тем быстрее наступит весна и созреет урожай. Поэтому славяне считали, что блинов много не бывает, поэтому и пекли их много и с самыми разными начинками, от сметаны до рыбы. Вы только посмотрите, какие нежные блинчики у нас получились. Они очень вкусные и мягкие, и все в дырочку. Блинчики, приготовленные таким способом, получаются очень вкусные, ажурные, легко отстают от сковороды. При желании можно смазать готовые блинчики сливочным маслом и посыпать сахаром. Подавать такие блинчики можно со сметаной, медом или вареньем, а также в них можно завернуть абсолютно любую начинку на ваш вкус. Приготовьте вы заварные, вкусные, ажурные блинчики на ряженке, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!